Детали встречи в Вашингтоне. Зеленский объявляет экстренный сбор, а борт Путина летит через Турцию. Что происходит? Все расскажем. Мощнейший взрыв на одном из самых важных предприятий. Справится ли экономика страны и кто виноват в таком количестве жертв? Масштабные чистки в армии. Десятки генералов идут под нож одной подписью. Генералов не просто разжаловали, все намного серьезнее. Все детали расскажем подробно. Своей полиции уже не хватает, что придумал Путин, чтобы и людей на фронт отправить, и улицы было кому патрулировать. Хитрая схема вас шокирует. Об этих и других главных событиях субботнего вечера 18 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Эскалации не будет. США ракет не дают, во всяком случае пока. Мы решили, что не будем делать заявления о дальнобойном оружии, говорит президент Украины. В Вашингтоне прошла напряженная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом вы уже знаете, мы говорили в предыдущих выпусках. Теперь немного деталей. Киев рассчитывал добиться решения о передаче ракет «Томагавк», но разговор, по данным издания Axios, закончился иначе. Я встретился с президентом Зеленским. Очень хорошая встреча, очень дружелюбная встреча. Надо остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила. Иначе все слишком сложно. Никогда не получится разобраться. Надо остановиться по линии фронта, и обе стороны должны разойтись, вернуться к своим семьям, прекратить убийства. Прекратить прямо сейчас по линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому, я сказал это президенту Путину. По словам источников издания, встреча продолжалась 2,5 часа и завершилась без прорывов. Трамп прямо заявил, что не планирует пока передавать Украине дальнобойные ракеты. После своего разговора с Владимиром Путиным он сделал ставку на дипломатию снова. Журналисты описывают встречу как жесткую и эмоциональную, никто не повышал голоса, но атмосфера была напряженной. В конце Трамп резко оборвал разговор. «Думаю, на сегодня достаточно, посмотрим, что будет на следующей неделе», — сказал он, видимо, подразумевая разговор с Путиным. После встречи Зеленский созвал экстренный звонок с лидерами Европы. Те, по словам собеседников Axios, были озадачены сменой тона американского президента. В ответ европейские лидеры выпустили скоординированное заявление в поддержку Украины. На брифинге Зеленский подтвердил, что вопрос томагавков обсуждался, но стороны договорились не комментировать его публично, поскольку, цитирую, США не хотят эскалации. И я думаю, что Россия боится томагавков, действительно боится, потому что это мощное оружие, и они знают, что у нас есть какое вооружение, наше собственное производство, и они понимают, что в комбинации с томагавками, а мы именно об этом говорим, не просто о томагавках как таковых, нам нужна комбинация. Вот почему они боятся этой комбинации, они понимают, на что мы способны. Расшифровать дипломатические обороты и язык переговоров мы попросили эксперта в вопросах украинской и американской политики Вадима Денисенко. Что касается Путина, то Трамп несколько раз публично сказал о том, что линия фронта будет новой линией разграничения, считает новой границей. Это, по большому счету, является ультиматумом Путину, который до последнего времени говорил о том, что он не может останавливаться, пока весь Донбасс не будет оккупирован российскими войсками. Что касается ультиматума Владимиру Зеленскому, то здесь ультиматум другой. Тут говорилось о том, что я, Дональд Трамп, договорюсь о том, что линия фронта будет линией разграничения, а вы согласитесь на хотелки Путина, который будет в обязательном порядке говорить о возвращении пророссийских партий в политику, о возвращении прав Российской Православной Церкви, о возвращении статуса русского языка там, и так далее, и так далее. Но самое сложное, пока непонятное для меня, это что будет требовать Путин по поводу сокращения нашей ракетной программы и вообще сокращения ВПК и украинской армии. Здесь мы понимать должны, что Путин на сегодня не хочет останавливать войну, его
Не обошлось без странностей от команды Трампа, начиная от пресс-секретаря Белого дома, которая на вопрос журналиста HuffPost о том, кто придумал встретиться с Путиным именно в Будапеште, ответила по-взрослому. «Мама твоя», — говорит пресс-секретарь Белого дома. Журналист удивился. Считает ли она это смешным, спросил, на что получил ответ, считает ли он себя журналистом. Высокие коммуникации Белого дома не дать не взять. Но глава Пентагона переплюнул всех. Министр войны пошел еще дальше. Он просто явился в галстуке в российских цветах. Может быть, конечно, просто совпало, ведь на американском флаге тоже есть белый, синий и красный, но серьезно? А как думаете вы, что это? Флаг РФ или флаг США? Пишите в комментарии, давайте устроим небольшой опрос. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский будет участвовать дистанционно во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Будапеште и будут иметь двусторонний формат. Об этом Трамп рассказал журналистам во время встречи с Зеленским в Белом доме. Издание Air Life показало возможный маршрут полета Путина на встречу с Трампом в Венгрии с большим крюком и дополнительными 3 часами в воздухе. По данным авиационного портала, самолет диктатора может лететь через территорию Турции, затем через Черногорию или Боснию и Герцеговину, а после через Сербию. Такой маршрут увеличит длину пути примерно на 3500 километров до 5000 километров, а время полета возрастет на 3 часа. Эксперты отмечают, что удлиненный маршрут потребует согласования с турецкими и сербскими авиадиспетчерами, а также проработки резервных сценариев на случай непогоды или дипломатических осложнений. Кроме того, из-за военной активности над Черным морем прямой маршрут несет дополнительные риски, что, по данным издания, и стало причиной выбора более безопасного, но долгого пути. Ну, а вдруг собственные корабли собьют самолет Путина? Мы поговорили с политологом Вадимом Денисенко о том, почему такой выбор, почему именно Венгрия и может ли как-то повлиять на ход переговоров Виктор Орбан. Орбан один из немногих лидеров Евросоюза, которые поддерживают Путина. И логично, что подобная встреча могла состояться на самом деле только в 2 городах. Или в Братиславе, или в Будапеште. Это первый момент. Второй, не нужно забывать о том, что Орбан друг Дональда Трампа, и поэтому Трамп подыгрывает своему другу и показывает, что я поддерживаю тебя на будущих апрельских выборах. Третий момент, почему не Анкара, которая, наверное, была бы очень логичной. Потому что Трамп не хочет усиливать Эрдогана. Вот поэтому и было предложение от Трампа по Будапешту. Ну и плюс для Путина очень символично было бы оказаться на европейской земле, оказаться на территории Европейского Союза. Здесь Трамп также подыграл и Владимиру Путину. Мощнейший взрыв в российском Стерлитамаке и последствия его раскрываются даже на следующий день. На заводе «Авангард», где производят компоненты для оружия, взлетел на воздух целый цех. Столб огня был виден за десятки километров, а жители подумали, что это атака дронов. Но официальная версия другая. По данным властей, взрыв произошел на нитроузле. Там производят нитроцеллюлозу, вещество, используемое в лаках, пластмассе и боеприпасах. Погибли 3 женщины, все сотрудницы предприятия. У 2 из них остались дети. 9 человек ранены, 5 до сих пор в больнице и 2 в тяжелом состоянии. Следователи, конечно, возбудили уголовное дело, расследуют нарушения промышленной безопасности. Версию атаки дронами отвергли. Но эксперты отмечают, удар был настолько мощным, что разрушения могли бы быть куда серьезнее. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «Авангард» продолжит работу, а семьям погибших выплатят компенсации. Городскую больницу перевели на усиленный режим. На месте работают следователи и спасатели. Власти уверяют, что угрозы обрушения больше нет, но в Стерлитамаке до сих пор пахнет гарью и страхом. Но это не все потери на российском энергетическом фронте. Мощный взрыв и пожар охватили подстанцию Вышкайма в Ульяновской области. И это один из ключевых узлов энергосистемы России. Этот объект обеспечивал соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской ГЭС в центральные регионы России. Так бывает, когда бьешь по энергетике Украины. Местные власти признали, что подстанцию атаковали 4 дрона. После 2 взрывов начался крупный пожар, часть региона осталась без света. К утру подачу электроэнергии, по данным российских чиновников, удалось частично восстановить.
Чистки в Поднебесной – это не просто одно увольнение. Пекин потрясен. Второй человек в армии Китая лишен всех званий и исключен из партии. Власти КНР подтвердили увольнение и партийное разжалование 9 высокопоставленных военных, включая одного из самых влиятельных генералов страны – Хэ Вэйдуна, заместителя председателя Центрального военного совета и фактически второго по рангу человека в китайской армии. По данным Financial Times и The Wall Street Journal, их обвиняют в серьезных дисциплинарных нарушениях и предполагаемых преступлениях. Среди уволенных также бывший командующий ракетными войсками Ван Хоубинь, политический комиссар сухопутных войск Цинь Шутун и заместитель директора Центра объединенного оперативного командования Ван Сюбинь. Всем им вменяют злоупотребление властью и нарушение партийной дисциплины. Смещение Хэ Вэйдуна – одна из крупнейших перестановок в НУАК за последние десятилетия. Эти громкие чистки происходят на фоне крупнейшей антикоррупционной кампании Си Цзиньпиня, которая, по оценкам аналитиков, уже превзошла масштабы кампании времен Мао Цзэдуна. Только за 2025 год под следствием оказались десятки генералов и чиновников оборонной отрасли. Отставка Хэ Вэйдуна стала беспрецедентной для современной истории Китая. Впервые за 60 лет столь высокий военный лишается должностей и званий. Bloomberg называет чистку крупнейшей с 1976 года. Наблюдатели считают, что это сигнал всему военному руководству. Си Цзиньпинь окончательно берет армию под личный контроль. Полиция Таджикистана, вы задержаны. Такие слова вскоре сможет услышать каждый москвич. Путин разрешил таджикской полиции работать в Москве и наоборот. Что происходит? Страны создают взаимное представительство МВД и миграционных ведомств. Теперь в Москве появится офис таджикского МВД и Министерства труда, а в Душанбе представительство российского МВД. По официальной версии цель – борьба с наркоторговлей, транснациональной преступностью и контроль миграции. Гражданами Таджикистана, оказавшимися на территории РФ, воспринимается по-другому. Одно дело, когда полиция требует соблюдения правил и законов, а другое, когда к этому подключаются сотрудники правоохранительных органов Таджикистана. Это повышает уровень доверия с обеих сторон и эффективность работы. Может быть, вы пропустили, но если бы вы были на нас подписаны, то точно не пропустили бы выступление Путина по этому поводу. Так что все официально. Представители соответствующих ведомств, в данном случае Министерств внутренних дел, работали как в Таджикистане, наши, также и таджикские коллеги работали бы в России. Это очень важно. Почему? Потому что тогда они уже как представители, законные представители властей Таджикистана, они, во-первых, первое, все сами видят, что происходит. А второе, они участвуют в принятии соответствующих административных решений вместе со своими российскими коллегами. Но очень сильное сомнение в праведности таких намерений. Может, просто своей полиции уже не хватает, потому что всех отправили на войну? Как думаете? Традиционно призываю вас присылать свои ответы в комментарии под видео. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.